Добрый день! Сегодня я покажу, как можно быстро написать сирень на абстрактном фоне. Размер холста желательно выбрать достаточно большой, в этом видео холст 50 на 100 см. И для начала можно нанести фактурную пасту на холст. Придать ему рельефность с помощью фактурной акриловой пасты. Эта операция не обязательна, на обычном холсте сирень тоже будет выглядеть хорошо, но фактура очень обогащает и усложняет сам фон, что делает работу более интересной и необычной. Фактурная акриловая паста продается в любом художественном магазине, я же использую пасту грунт собственного состава. Наношу определенное количество пасты на середину холста и разбавляю небольшим количеством воды, или же, как в этом случае, чистым акриловым лаком для особой прочности рельефа. Поролоновой губкой хорошенько растираем массу по всей поверхности холста и затем уже в вертикальном положении, в косых лучах света из окна, при которых лучше виден сам рельеф на холсте, мастихином, собственно, его и создаем. Выбираем лишнюю массу акриловой пасты с центра работы и разносим ее на края, на периферию, там, где должен быть фон. В центре работы, там, где будет писаться сирень, лишний рельеф не нужен, он скорее будет мешать письму. А центральную часть холста можно даже выгладить мастихином, забив все поры плетения ткани пастой до ровного состояния. Излишки пасты, пока она не подсохла, можно быстро собрать обратно в банку. Сам рельеф акриловой пасты на фоне в идеале должен выглядеть как грубая штукатурка на стене. С таким рельефом фон картины может получиться очень интересным. Единственное, нужно действовать достаточно оперативно, так как акриловая паста схватывается достаточно быстро, и на всю операцию должно уйти не больше 10 минут. Затем оставляем холст сохнуть. Время просушки зависит от толщины нанесенной пасты. Я же обычно ставлю такой холст с фактурой под достаточно мощный вентилятор, и он просыхает минут за 15-20. И уже через 20 минут можно приступать к работе. Тут нужно определиться с композицией, с цветом самих цветов и начать с самого главного, с прокладки теневых мест сирени. Под сиреневые цветы наносим тонким, но достаточно плотным, непрозрачным слоем чистую фиолетовую краску без белил. Под белые цветы что-то неопределенное, серовато-зеленое, серовато-фиолетовое, естественно, с белилами. Да, перед этой операцией я смазал холст тонким слоем тройника для более удобного нанесения краски. Затем берем кусок плотного поролона, такого, каким набивают мягкую мебель, и с помощью пинцета, каких-нибудь щипцов или же просто пальцами выдираем кусочки из его поверхности, чтобы получилась пористая структура, размерами напоминающая размеры цветов сирени. Кстати, можно отжалить и натуральную губку, она тоже даст хорошие отпечатки краски на холсте. Что-то похожее должно у вас получиться. Размеры этих ячеек зависят от размера вашей работы, от размера цветов. И уже по подсушенной прокладке наносим свежую жидко разбавленную краску, формируя соцветие сирени. Работу ведем только на высветление, то есть по темному прокладываем более светлые краски. Не стремимся сразу взять самые светлые оттенки сирени. Прокладываем пока промежуточные полутеневые оттенки. Это очень важно. Без полутонов, без всего их богатства цветы будут смотреться очень примитивно, ненатурально. Вы можете взять любую фотографию с сиренью или же вообще просто куст сирени, если вы пишете в мае, и постараться разглядеть все промежуточные оттенки, начиная с глубокой тени. Потом увидеть все оттенки полутонов, и только в конце можно накладывать светлые бликующие краски. Вот такой принцип. Это правило, конечно, касается как белых цветов, так, собственно, и сиреневых. А вообще этот принцип применим к письму любого объекта маслом, где присутствует много мелкой деталировки. Как-то кусты, трава, деревья, волосы и прочее, шерсть. Стараемся идти только на постепенное высветление через полутона. Уже на этапе нанесения полутеневых оттенков нужно стараться показывать объем соцветий сирени. Нужно определиться с направлением источника света и, помни это, стараться накладывать более светлые краски к источнику света, а более темные с противоположной стороны. Причем теневые части должны наноситься с учетом рефлексов.
цветового окружения предмета. То есть, если под веткой белой сирени находится сирень сиреневая, то в полутона нижней части цветка белой сирени должна примешиваться фиолетовая краска. Чуть-чуть, но она там обязана быть. Это касается и зеленых оттенков, если рядом с цветами предполагается наличие зеленой листвы, ну и так далее. Не переусердствуйте на этом этапе. Губка наносит краску очень быстро, и можно незаметно забить ею полностью глубокие тени. И тогда цветы перестанут считываться, если не будут виднеться тени глубокие. Очень важный момент, чем разбавлять краску. Всю работу нужно вести на так называемом сухом тройнике. То есть разбавителя скипидара или white spirit в тройнике должно быть 80%, не меньше. Остальные 20% это масло и лак в любых пропорциях. Допустим, 10% того, 10% того. Хорошее сочетание. Дело в том, что, работая на высветление, мы должны прокладывать более светлые слои, но уже относительно подсохшую, загустевшую краску, чтобы краски не смешивались между собой, не смазывались. Временной промежуток между нанесением каждого слоя на высветление должен составлять минут 15, не меньше. За это время из низлежащих слоев должен полностью испариться разбавитель. А нижний слой должен как бы загустеть, сделаться плотным, вязким, по которому уже без примешивания и смазывания можно будет наносить верхние, более светлые слои разбавленной краски. Это значительно облегчит весь процесс работы. И так слой за слоем. Все слои, кроме последнего, должны писаться тонко. Лишь последние финальные светлые краски можно прокладывать как угодно плотной краской, по вкусу. На этом этапе работы также можно обогатить цветы рефлексами. Поработав с цветами таким образом, какое-то время можно приступать к так называемой обрезке, то есть к приданию формы контуров сирени фоновыми красками. В данном случае это достаточно темная кроющая краска, причем хорошо разведенная тройником. Вспоминаем, как выглядит сирень, и обрезаем ее соцветия со всей сложностью ее формы, с ее дырочками и так далее. Делать это лучше всего с помощью достаточно мягких кистей, круглым колонком, синтетическими мягкими кистями. Фон, кстати, также сначала делаем достаточно темным. Потом, если понадобится, мы поведем его на высветление. Через какое-то время можно мастихином или же лежачей кистью наносить на него более светлые краски. Вот здесь-то, собственно, и пригодится фактура, ранее нанесенная на холст. О нее случайным образом спотыкается как мастихин, так и кисть, оставляя неповторимые следы, создавая уникальный фон с минимальными времязатратами. На обычном холсте без фактуры такого эффекта добиться невозможно. С фоном принцип такой же работы, как и с сиренью. На темное сначала наносим промежуточные, не очень светлые, не очень контрастные оттенки, затем еще все более и более светлые краски разных цветовых оттенков, этапами. Точно так же с небольшими промежутками на просушку, чтобы краска не слишком смешивалась, а ложилась как бы сухо, рвано. В таком случае фон будет более интересным. Также не забывайте, что фон не должен спорить по насыщенности с цветами, иначе они просто на нем потухнут. Также фон не должен быть очень пестрым. Пестрая сирень на очень пестром фоне не очень хорошо, хотя это на любителя. Лишнюю краску можно аккуратно снимать мастихином. Теперь можно попробовать как бы взбить сирень круглой, острой, мягкой кистью. Попробовать сделать намек на самые мелкие цветы сирени. А если связать 3 таких кисти скотчем или резинкой, работа у вас пойдет очень быстро. Нужно просто хаотично взбивать краску, как бы кучерявя эти шишки сирени, и на расстоянии, если вы не вотрете свою сирень в грязь, все это будет считываться как настоящий пышный букет или куст сирени. 3 связанные вместе кисти дают не только скорость, но и случайность, хаотичность, свойственную природе.
На этом этапе уже можно попробовать рисовать листья сирения. Я это делаю обычно своими большими плоскими и овальными кистями для цветочной живописи. Также этими тремя связанными кистями можно брать уже более светлые краски и накладывать бликующие светлые участки соцветий сирени. Краска может быть при этом достаточно густой. Постепенно высветляем работу. Это касается и листьев сирени. Тонкой кистью можно нарисовать веточки сирени в глубине цветов. В принципе, это можно было и нужно было делать на более раннем этапе, но не поздно сделать и сейчас. Мягкой строительной кистью можно смягчить касание цветов с фоном, несколько расфокусировать, растушевать жесткий мазок, касание жесткого мазка. Особенно это касается периферийных участков работы. Разумеется, эту процедуру нужно делать также, когда краска немного встанет и загустеет, иначе вы рискуете все это смазать. Также можно мастихином немного усложнить поверхность фона, как бы подрать, поцарапать его ребром инструмента, разнести случайным образом цветные оттенки. Разумеется, грунт при такой операции должен быть шершавым, держащим в себе краску, не скользким. Параллельно со всей работой можно круглой кистью рисовать отдельные цветы сирени, особенно на центральных и контрастных местах. Также эту задачу можно попробовать исполнить и связкой кистей. А если рисовать цветочки не получается или не особо хочется, можно просто завалить бликующие участки густой краской, и если цвет и тон будет подобран верно, то восприятие зрителя вся эта краска превратится в большой пахнущий куст сирени. Еще раз немного смягчаем периферию, слегка растушевывая мягкой строительной кистью, тем самым собирая взгляд зрителя к более контрастному центру работы.
Ну вот, собственно, и все. Работать, в принципе, можно и дальше, заниматься большей деталировкой, оттенками. Можно поработать и вторым сеансом, и тогда уже с большей деталировкой прописать цветы сирени, или серовать какие-то участки и так далее. Вот. Ну а на сегодня все. Успехов в творчестве. До встречи.